Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Bombi, обсудим новости последние, которые выходили с того момента, как я снял свой предыдущий ролик, закреплю его здесь, если нужно, посмотрите, какие они рассказывали нам тонкости этой игры. Недавно у них проходила онлайн АМА-сессия, в которой они рассказывали о будущем их проекта, о токеномике, о ТГЕ, о эмиссии токена. Обсуждали они те вот поинты, которые мы с вами зарабатываем, сколько вообще токеномика и как это все между собой связано. Обсудим новые введения в виде скинов Павла Дурова. Сегодня его приобретем, потому что хочу его приобрести, потому что там какая-то медалька, и что он дается, я не смотрел, не спойлерил сам для себя, получается. И никакие видосы нигде на телеграм-каналах. Хочу вот здесь посмотреть сейчас, что это дает у нас, какие плюшечки. Приобретем его, приобретем энное количество билетов, посмотрим, сколько за один этап приблизительно при покупке билетов можно нафармить поинтов и, соответственно, поинтов Z. И давайте начинать, но перед началом сразу говорю, не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите донаты, не тратьте свое время, не занимайтесь этими глупостями, а лучше займитесь собой, своими близкими и родными. Поехали! И если не ошибаюсь, последний ролик, который был у меня, который вот наверху я закрепил, мы обсуждали вот этот вот награды, получается, ранним донатерам, ранним пользователям, преданным фанатам, типа того, кто заносил донаты, что мы можем там зарабатывать теперь чуть ли не до x18 тысяч к своим предыдущим донатам. И после этого вот у них была новость про вот эту вот экосистему и тому подобное. Давайте все это будем сейчас обсуждать, смотреть, что они писали, потому что новости начинаются от 13 марта получается, и уже довольно-таки много времени прошло, но все же они здесь и интересные, и давайте это обсуждать. И здесь новости, по сути, не касающиеся Bombi, а касающиеся блокчейна Тон, но все же блокчейн Тон у нас связан с Bombi, так как Bombi у нас выходит на блокчейне Тон, и все, что связано с Тоном, тоже у нас касается немножечко Bombi. И вкратце, если описать, что здесь написано, то, что здесь блокчейн Тон, там у него новый президент появился, Мануэль Штоц, получается, что становится эксклюзивным блокчейном для мини-ап, что у них фонд в размере $100 миллионов от TVM Ventures, венчурного фонда, получается, для стимуляции DeFi и PayFi. И объем USDT в Тоне достиг 1,4 миллиарда, что делает Тон быстрорастущим блокчейном в Tether. Такое, конечно, сомнительное все это по поводу Тона. Все это, конечно, замечательно, но мне кажется, это мало с действительностью соответствует. Единственное, что блокчейн Тон у нас тут отреагировал на освобождение Павла Дурова, и то хорошо. Следующая новость. Они благодарят блокчейн Тон об упоминании себя в отчете о экосистеме в январе-феврале 2025 года. И говорят, что Bombi на блокчейне Тон достиг некоторых захватывающих результатов. И вот здесь это вот в принципе интересная информация. Далее тоже будет она более развернутая. Она нас как бы интересует, потому что все это взаимосвязано между собой. Что средний чек у нас составляет приблизительно, но это у нас от 13 марта получается пост, что приблизительно $93 средний чек в игре Bombi. И игроков в нашей экосистеме 9 миллионов 732 тысячи 935 человек. И Кэти достигла ежедневного потребления, получается, 1 миллион Кэти. Про что я говорю, что Кэти в принципе токен рабочий, потому что его покупают донатить в тот же Bombi, и сегодня я тоже расскажу, как это приблизительно выглядит, сколько стоят покупки в Bombi, в USDT, и сколько я потратил на Кэти. Далее, следующая новость, которая у нас есть, в ней говорится следующее. Что у нас Тон в апреле возвращается в Гонконг, чтобы встретиться с разработчиками со всей Азии на фестивале Web3. Также, что Kitizen переносит свой IP-адрес Вичата, в котором они начинали, по сути, свой путь, такие как Bombi, игры Bombi переносят IP на Тон, и что превышает доход в $10 миллионов. В принципе, довольно-таки неплохие циферки. Они радуют, потому что чем больше заработал Bombi у нас, тем больше у нас будет капитализация. Надеюсь, будет больше капитализация на листинге. Будем все вкратце обсуждать, потому что много там всего написано, и не особо нам оно интересно, потому что это не касается у нас Bombi. Идем далее. Следующий пост, который был у нас тоже 15 марта, они посты клепают с бешеной скоростью, я не успеваю все это обозревать. И вот следующая уже новость получается, что отчет экосистемы Тон, мы достигли выдающихся успехов ростов, доходов, и у них средний АПР составил $102 в марте месяце, заняв первое место по АПР среди всех игр на Тон.
Ну, в принципе, да, потому что в Бомбе такая довольно-таки серьезная платежеспособная аудитория, и доверяет она, получается, разработчикам и донатит довольно-таки много денег. Следующая у нас новость, которая вышла. Об освобождении у нас получается, ну какое освобождение, что отпустили Павла Дурова и все такое, что теперь экосистема будет развиваться, глубочайшая благодарность нашему сообществу и тому подобное. В принципе, ничего такого нового. Следующая новость, она тоже выходила у нас 15 марта, но это все связано у нас с освобождением Павла Дурова, и очень много они об этом писали. Освобождение, что Павла Дурова, борца за свободу, вернулся он в Дубай, и с прибытием Бомби аэродропа командир Дуров возвращается, чтобы возглавить наши силы экосистемы ТОН. Всем бомбардировщикам готовиться к нашему событию генерации токена, поскольку весь валютный мир ждет победы. Это радует, что они нам говорят все-таки о ТГЕ, о генерации токена, и, возможно, скоро это уже будет. И следующая новость выходила у нас 18 марта, и здесь рассказывается вот развернуто об, получается, среднем чеке, который тратится в Бомбе. Довольно-таки интересная информация, потому что она касается все-таки листинга аэродропа, сколько будет стоить наш токен, который мы с вами получим на ТГЕ. И Бомби говорит следующее: более высокие расходы на пользователей более высокие расходы, чем у Луи Виттона. Чем Луи Виттон, конечно, связан с Telegram Mini App, я не понимаю, но все же они здесь этим хвастаются. Также они говорят, что перенесли лучшие игры, получается, Бомби, лучшую игру Бомби с Вичата на Тон. И что позволяет игрокам по всему миру демонстрировать свои исключительные результаты. И ознакомимся с цифрами, которые они нам здесь описывают. Вот получается здесь о средних чеках по регионам, которые у нас расположены, в которой, точнее, принимают участие игроки. Это у нас Восточная Азия, регион, который тратит в среднем $345 средний чек на пользователя в игру Бомби. Ближний Восток тратит 166, получается, долларов, средний чек у них. Регионы СНГ $117, Европа 70-85 долларов. И Юго-Восточная Азия тратит всего $36 средний чек на игру Бомби. Ну, Юго-Восточная Азия, они недавно только с лайном появились, так что тут средний чек немножечко маловатый. А у нас лидирует Восточная Азия, ну это скорее всего Япония в большей своей степени, они любители таких донатных игр, донатить в игрушечки и тому подобное. Но меня почему-то вот, смущает то, что Европа у нас так... Европа и Северная Америка так маловато вносят, получается, донатов. Вроде в USDT, ну в долларах, привязанных к доллару и USDT у нас, вроде у них там и зарплаты как бы средние выше, да, но почему-то средний чек даже поменьше, чем в СНГ. А в СНГ, как известно, зарплаты пониже в долларовом коэффициенте, чем в странах Европы и Северной Америки. Так что вот такие вот результаты. И получается, у нас, скорее всего, большую часть дропа получат азиатские страны Восточной Азии. Это, вот, скорее всего, Корея, и, получается, Япония. Вот эти страны, то есть им больше всего будет насыпать дропа, так как у них тут средний чек побольше на человека. Следовательно, и дроп будет побольше. Японские геймеры возглавили, вот следующее, о чем говорят, что японские геймеры возглавили чарты с невероятным АПР в 804. Японцы $804 на человека, это средний чек, то есть кто-то внес $100, кто-то внес, я не буду сейчас вычислять эту среднюю арифметическую, да, ну вот, то есть гигантские цифры заносятся в Бомби. Молодцы японцы, но я говорю, что они, скорее всего, перепрыгнут по количеству дропа нас, страны СНГ, да, там Европу и Северную Америку. И, следовательно, бренд перегнал они люксовые бренды, такие как Gucci и Louis Vuitton. У Gucci 600 средний чек, а у Louis Vuitton 550. Со шмотками сравнивать, конечно, игру это весьма такое. И вот что у нас оживление идет по аирдропу благодаря возвращению Павла Дурова. Идем далее. Тут они вот обнимаются. Собачка Дурова и сам Дуров. Рядом тут стоит код Бомби и welcome back. Добро пожаловать обратно.
И здесь вот нам как раз и рассказывают про вот эти нововведения скинов новых Павла Дурова в Бомбе. Ну и здесь они опять же всячески восхваляют Павла Дурова о том, что он такой замечательный. И что здесь написано, что с возвращением Павла Дурова у нас тут аэродроп уже близко-близко, и появились и скины. Скины Редо, это легендарная собака сопротивления, нарисованная самим Павлом Дуровым в 2018 году. Символ цифрового сопротивления и непоколебимой преданности. И также скин самого Павла Дурова, легендарный борец за свободу, создатель Телеграма и борец за цифровую конфиденциальность. И говорят следующее, что мы тоже одновременно запускаем специальное 7-дневное мероприятие Дуров Celebration с захватывающими наградами для всех игроков. Ну там тоже насыпают по чуть-чуть у нас... Получается поинтов там по 1000, может быть, и чуть-чуть золотишко по 20, что-то такое. Ну, перейдем в бота, если там горит все-таки это значок, посмотрим. И ждем все-таки аирдропа. Тут у нас вот как раз были технические работы, которые были связаны с введением скинов Павла Дурова. И почему я его хотел приобрести все-таки, тоже сейчас покажу в Telegram-боте. Потому что там, во-первых, дают бонус в виде 1,5% хп для персонажа и какую-то вот эту вот монетку, получается, монетку, медальку, которая нам, возможно, будет помогать. И здесь описывается, что сколько что будет стоить. Что собачка Реда у нас будет стоить в $7, эксклюзивный скин, и 700 дадут поинтов, 700 тысяч поинтов Бомби. И сам пакет Павла Дурова, скин Павла Дурова, он дает нам, во-первых, премиальный скин Дурова, 10 миллионов поинтов Бомби и эксклюзивный титул, вот этот вот титул, я имею в виду саму медальку, значок, Фри Дуров, единственный во вселенной Бомби. Какие плюшки он дает эксклюзивный этот титул, я не знаю, возможно при аирдропе это будут учитывать. Дух Свободы живет вместе со скином там и тому подобное, что Фреда дает у нас 1,5% усиления хп, а Дуров обеспечивает впечатляющую атаку в 7,5%. Вот даже я ошибся. Получается 1500 дает собачка нам, 1,5% дает хпшки собачка и 7,5% атаки дает скин Павла Дурова. Вот тоже по этой причине я и хотел приобрести их. И здесь последняя новость, которая у нас выходила 21 марта, и в ней говорится следующее. Тут опять же восхваляют у нас Павла Дурова, что он такой вот борец за свободу и тому подобное. Ну и предупреждают, что вот 7 дней, заходите, клеймитесь, зарабатываете дополнительные поинты и там золотишечко. В зависимости от вашего уровня пополнения, щедрые награды, которые отмечают как вашу поддержку. Вот такие вот дела. Что у нас касается по поводу аирдропа, по поводу токеномики, по поводу эмиссии токена Бомби. У нас проходила онлайн-сессия в Иксе, где принимал участие один из представителей команды разработчиков, судя по голосу. Ну, я, честно, не смотрел, не переводил, потому что долго все это слушать, потому что говорят все одно и то же. Но есть фан-группа, в которой состоит один из моих подписчиков, и они переводили, то есть смотрели и всю нужную информацию выписали, выложили у себя в чате, в котором они общаются. И мой подписчик мне эту информацию тоже передал. И давайте будем изучать, что же там говорили. Судя по голосу, я не знаю, кто там принимал участие, но судя по голосу, это был Тони, то есть технический директор команды разработчиков Бомби, ну и Катизена, соответственно. Ну и вот спасибо Никите Галкину, моему подписчику, который тоже играет в Бомби, за предоставление постоянно актуальной информации обо всех новостях. Он меня предупреждает, молодец. Хорошо, когда взаимодействуешь с аудиторией, аудитория вместе с тобой болеет за той или иной проект и сопереживает. Давайте читать, что же все-таки говорили на этой сессии и какие тонкости там раскрывали. Бомби Airdrop и Token Launch, все, что нужно знать. А проект Бомби, который переносит лучшие игры WeChat на экосистему Тон, объявляет детали масштабного airdropа и выхода токена. Мы собираем все, самое важное. Вот, они у себя вот этот постик выложили, получается. И здесь собрали вот эту нужную информацию. Во-первых, 70% токенов на airdrop, как у нас и было не в дорожной карте, а в токеномике, на их X, здесь они, по-моему, даже все в Телеграме выкидывали. И раздача произойдет сразу же в день ТГЕ выхода токена на рынок. То есть у нас будет ТГЕ,
по сути, будет сразу раздача токенов и сразу листинг на биржах, то есть все мы это одновременно получим, но как мы будем знать приблизительно свое количество токенов, я не понимаю, возможно, там будет какой-то расчет приблизительный нам выдаваться. Без локов и вестинга, то есть мы все получим, все свои токены сразу, не как в Ketizen, где мы получили только часть, кусочек выделен на нас дропа, а остальное все распилилось на вот эти airdrop пассы, и в итоге мы могли получить гораздо больше. То есть мы и так там x2, x3, x4 получили, а могли прям нормально денег там сделать, но, к сожалению, локи были, вестинги и тому подобное. Размер аирдропа зависит от активности в игре. Чем больше играете, тем больше получите. Но тут, конечно, все замечательно. Мы очень много там зарабатываем всяких вот этих вот серебряных монеточек. Но далее вот информация будет, которая говорит нам о том, что это все ерунда. Ожидается, что 3-5 миллионов игроков будут иметь право на аирдроп, но только 30-40% реально его заберут. Что это означает? Во-первых, они говорили, что в бомбе у нас 9 миллионов 700 там, с чем-то тысяч человек, 10 почти миллионов человек зарегистрировано. А тут они говорят о 3-5 миллионах игроков. Что это значит? Что остальная часть, которые просто зашли, посмотрели, вышли. Все, это с первым уровнем люди, которые не играют. То есть, по сути, заходивших было 10 миллионов, по факту играет 3-5. А почему получат всего 30-40%? Во-первых, фермы. Скорее всего, они будут пытаться отсеивать фермы, которые там очень много выхватили этих токенов не благодаря донатам, да, а благодаря тому, что это фермы. Во-вторых, будет ботов пытаться отсеивать все-таки. В-третьих, скорее всего, они, это всего лишь мой домысел, но, возможно, они будут ставить какой-то критерий уровня. Допустим, уровень персонажа там 200, это приблизительно, я сейчас говорю, 200-300, да, ниже кто уровнем, получается, не получит airdrop. То есть будет какой-то критерий, возможно, по уровню, возможно, будет критерий какой-то еще по количеству поинтов. Тоже это возможно. То есть, вот этим путем это отсечение ботов, отсечение ферм, да, читеров каких-то, кто применяет какие-то софты, возможно, вычислят их и порежут. Итого получит всего 30-40%. Если даже мы возьмем от 5 миллионов, то это 1,5-2 миллиона игроков всего получит. А если от 3, то еще меньше. 1 200 000, там 900 000 человек всего получат дроп. Это уже радует. Чем меньше народа на дропе, да, тем больше на нас, тех, кто получит его, будет распределяться. Как получить токены? Токены автоматически начислятся всем, кто играл и подключил кошельки. То есть, у кого кошельки подключены, видите, будут раскидывать на кошельки. Не знаю, будет ли клейм. Вот клейм получения токенов, скорее всего, будет проходить через централизованной биржи CEX. Но это скорее всего, то есть нету еще какой-то точной информации. Далее есть новость о том, что возможна верификация QIC на CEX, но команда Bombi не требует ее напрямую. То есть, скорее всего, цексы будут. И, возможно, такие жирные, как Bybit. Не знаю, будет Binance или нет. Все-таки токен Keti у нас есть на Binance. Но смогут ли они запихнуть именно токен Bombi на Binance? Но на Bybit, думаю, попробуют они все-таки ворваться. Но если даже не ворвутся, то тир-2 биржи, такие как BingX, да, там BitGet, KuCoin и там всякие мексы, Get.io, должны быть. Но если у нас будет, не думаю, что будут DEX биржи, то есть CEX биржи какие-то, хотя бы тир 2, но будут. Листинг токена и сотрудничество с биржами. Bombi уже ведет переговоры с крупными CEX для размещения токена. Это, скорее всего, Bybit, это, скорее всего, BitGet, это, скорее всего, Binance, да, с крупными именно, про что они и говорят, что ТГЕ, выход токена, ожидается в ближайшие недели, не месяцы. То есть в ближайшие недели. Это у нас получается, 18 марта, была эта сессия, 17-го, да, по-моему, в ночь там с 17 на 17, вот, и нескольких недель. То есть, я примерно говорил в своих роликах, что это будет начало апреля. И вот, скорее всего, сейчас у нас еще дурово вот эта вот продажа скинов будет. Потом у нас еще все-таки пас, airdrop пас, Ketizen идет. И не знаю, будет ли это связано, потому что мы там тоже зарабатываем поинты эти Bombi. Как это будет между собой связано? Там их мы очень мало зарабатываем. Возможно, мы там зарабатываем уже и токены тем самым. Идем далее.
Финальные даты могут измениться, команда учитывает обратную связь от пользователей, партнеров и бирж. Вот они нас предупреждают, что все-таки листинги ТГЕ и тому подобное могут переноситься. То есть, пока точных дат никто не сообщал. Идем далее. Что еще они говорят? Бомби — это не просто токен, а полноценная игровая система. Они уже говорили в прошлый раз, когда на лайне выступали на открытой АМА-сессии онлайн, что у Бомби будет продолжение. Также я частично все равно начал смотреть, когда эту АМА-сессию, они говорили, что планируют развивать систему таким образом, что это будет как бы франшиза Бомби именно будет франшиза игры с частями, что будет напоминать примерно как Angry Birds. То есть у Angry Birds тоже франшиза, у нее много-много-много-много всяких игр, разнообразные платформы, не платформы точнее, а локации, разные там и механики игры и тому подобное. То есть они планируют и Бомби также развивать в полноценную экосистему и в серию игр, что будет в принципе замечательно, так как токен будет использоваться именно внутри их игры, и возможно нам это будет помогать не укатывать его. Хотя это экосистема Тон, и мы видим, что происходит с токеном Кэти, хотя он востребован. Прибыльность проекта позволяет масштабировать разработку без давления на токен. Потому что очень много донатов. Часть казны, 15%, пойдет на разработку новых игр и партнерства. Замечательно. Но это 15% от общей эмиссии токена. И 10% выделено на команду, 5% на маркетмейкеров. Вот, получается, маркетмейкеры для торговли на бирже, 10% команда — это их зарплатка, 15% все-таки на развитие. И главное у нас, вот как я и говорил, общий supply токена составляет 10 миллиардов. Информация, вроде бы как стопроцентная, парни все это переводили, все это слова. И вот к чему мы приходим. 10 миллиардов — это общий supply. Supply, получается, токена выпущено будет их всего 10 миллиардов. Из них 7 миллиардов получаем мы, 70% этого supply. И, следовательно, у нас сейчас там миллионы, у кого-то десятки миллионов, у кого-то сотни миллионов, у кого-то даже миллиарды токенов, не токенов, будем их называть поинтов, Бомби внутри игры. И, соответственно, их будут резать. Либо, я не думаю, что убирать последние 3 цифры, потому что у кого было там 15 миллиардов, он получит 15 миллионов, а это очень довольно крупная сумма. Скорее всего, их будет просто конвектировать. То есть за заработанное количество токенов, поинтов точнее, в именно Telegram-боте будет насыпать такое количество токенов, за донат такое количество токенов, за приглашенных друзей такое количество токенов, и там за какие-то активности еще такое вот количество токенов. То есть будут примерно, мне кажется, такие показатели. 70% раздадут сразу, но клейм лучше не откладывать. Клейм через CEX биржи может потребовать QIC. Будьте готовы. Если надо, в описании у меня есть CEX биржи основные, которых выходят листинги. Если надо, переходите по ссылочке. Будет замечательно, если поможете мне с моей реферальной системой. Там есть все основные биржи, такие как Bybit, такие как MEX, такие как Get.io, BitGet. Это основные биржи, куда у нас выходят все Telegram-боты, все темашечки. И далее, ТГЕ в ближайшие недели следите за новостями. Бомби продолжает развиваться, вкладываться в новые игры и экосистему. Вот такие вот новостя. И давайте будем пытаться обсуждать, смотреть, что же у нас все-таки происходит. И всего у нас выделено на нас 7 миллиардов. Как они будут распределяться, я не знаю, честно. Я предполагал, что будут начислять за баланс наш, за донаты, за приглашенных друзей и тому подобное. Но все же 10 миллиардов, если у нас supply общий, я думаю, Бомби, в принципе, с достаточным количеством денег, довольно-таки серьезная команда разработчиков, как и Кэтизен у них игра, и все-таки они должны выйти нормально, с нормальной капитализацией, не меньше 10 миллионов долларов, это точно, не меньше. Возможно, это будет и 35, возможно, и 50 миллионов, а может быть даже и на сотку загнут они, но мне кажется, вряд ли. Если даже мы возьмем 10 миллионов, рыночная капитализация стартовая, на старте именно будет, получается, и разделим на 10 миллиардов общего сапплая, у нас получается 1 цент будет стоить 1 токен Бомби. Но как нам их будут насыпать, я не знаю. И я тут уже приготовил телефон, буду сейчас транзакции совершать. Смотрите, давайте перейдем к тому, что токен все-таки Кэти у нас рабочий, он нужен. И лично я все здесь донаты буду сейчас выносить именно в Кэти. Купил на бирже, получается, токен Кэти, занес себе его на кошелек и сейчас буду им оплачивать. Переходим сюда.
И здесь вот появился теперь у нас Павел Дуров, вместо нашего вот предыдущего иконочки, где нас вознаграждали за донаты. И вот столько я примерно получаю за 4 уровень, за 600 там с чем-то долларов донаты, да, 1 300 000 почти в поинтах ежедневно. И вот он наш скин получается. А вот первый скин у нас собачка вот эта Педо или как Депо. И вот сам Павел Дуров, такой вот у нас мощный он здесь. И смотрите, собачка у нас стоит $7. И получается, давайте калькулятор возьму. И у нас скин Дурова стоит $100. Получается, $107 у нас будет стоить 2 скина. Сразу скажу, приобретать буду я только на аккаунт Сатоши. На аккаунт Дурова не вижу смысла. Ну и нет у меня столько денег. И идем далее. И хотел я еще в карнавале все-таки билетиков приобрести. Ну, думаю, вот на $20. 60 билетов. Посмотрим, сколько за них насыпет поинтов. То есть вот у меня 654 донатов именно на Сатоши аккаунте. И вот я получаю ежедневно 1 125 000 за вот это вот донаты. И вот $107 плюс 20 у нас выходит $127. По сути, стоит вот сейчас донат. В Кэти я потратил 96, по-моему, если не ошибаюсь, да, $96 на покупку Кэти. И сейчас эти все покупки совершу. Ну, то есть 30% скидки, вот эта экономия налицо. Соответственно, я думаю, большинство так делают. По новому, что у нас появилось, да, в принципе, ничего. Я вот тут застрял, все, это будет мой пик даже на раздаче аирдропа. На ТГЕ, а вот старейшина 3, дальше я уже не пройду по той простой причине, что мне нужен уровень аирдроп ящиков 22. Я вот сейчас на 20-м нахожусь, и 21 мне еще 27 дней качать. Даже если я сейчас много-много буду пытаться акселераторов покупать, ну я не смогу, это будет очень дорого. А тем более 22 достигнет, там еще будет, наверное, дней 40. Так что все, это мой предел. Единственное, что я еще повышу уровень, но максимальный может быть, что успею до 595. Сейчас вот 553. И давайте смотреть, получается, насыпают, нет. Первый будем покупать собаку, и видите, стоимость получается у нас в Кэти с скидкой 30%, всего 33 токена. И вот скин приобретен, получается, скин собачки я получил, 700 000 поинтов получил. Идем далее, в скины переходим. Вот он у нас появился, теперь можем быть собакой, вот она 1,5% активно у нас получается, бонус активен. Получаю 1,5% к хпшечке. И вот у нас скин Дурова стоит 99,99. В токенах Кэти это будет 472. И все, транзакция прошла. Получили мы вот эту медалечку. Фри Дуров получается. И скин Дурова. Вот он скин Дурова. И 10 миллионов поинтов. Переходим в скины, смотрим, да, вот у нас 7,5% добавлено к атаке бонус. И будем, наверное, Дуровым играть или нет? Будем собакой, наверное. Нет, давайте Дуровым, пускай Дуров будет включен. Там многие Дуровы, вот если мы перейдем сюда, все Дуровы, одни Дуровы здесь. Ну и получается, видите, Фри Дуров, значок сверху, это просто эмблемка, но скорее всего на раздачу airdrop она будет влиять. Ну как донат получается, должна она нам что-то давать, вот эта эмблемочка Фри Дуров, вот мы с ней бегаем. Буду надеяться, она насыпает. Ну и давайте попробуем, зайдем в карнавал, приобретем билетиков. Ну не знаю, давайте, сколько тут получается, у меня есть еще токенов немножечко. У нас здесь 94 токена, да? Ну вот на эту покупку мне не хватит, получается. Хватит вот на 94 токена у меня вот точно есть. Ну тут еще немножечко осталось, давайте, ну, насколько хватит сейчас по вот этой вот, по $6. Я думаю, на штучки 2 должно хватить, получается. Вот 60 нам дали билетов. Должно хватить на штучек 6. Ой, на штучки 2. У меня вот 150 очков и 555 я должен был получить поинтов. Давайте смотреть, сколько примерно за такое количество билета. Ну, в общей сложности донат был совершен на сколько? 20 и 2 раза по 6, 18 на 38. На $38. Буду брать акселераторы, я не вижу смысла сейчас брать, да. Единственное, что я вижу смысла, пока качать уровень. Акселераторы, ну, я уже не смогу добиться до следующего ранга. А вот уровень, в принципе, могу успеть повысить до 95-го, чтобы на арене, по крайней мере, успевать куда-то вверх попадать. Может быть, успею перескочить за 500. Так что давайте буду я, наверное, на airdrop ящике.
И вот у нас получается в общей сложности 100 билетов. Давайте смотреть, сколько мы получим. Ну вот сразу давайте 100 включу. И посмотрим, сколько за 100 билетов дадут очков общих. И насколько увеличится у меня вот эта вот сумма, получается, за карнавал, за вот этот этап трехдневный. Нажимаем. 1000 очков. Ну, не так густо. Это получается, я бы за день, если я за день 150 набивал, да, ну, образно там за 9 дней бы я, не за 9, да, за сколько? За 6 дней. За 6 дней я бы столько, в принципе, и заработал. Ну, зато аирдроп ящиков 4140 штучек забрал. Ну, неплохо. Давайте вышел нечаянно. Переходим. 4 миллиона 258 тысяч. Ну, не густо, так скажу, за донат там в $38. Ну, в принципе, пойдет, думаю, пойдет. И вот, получается, уже 800 баксов доната на именно Сатоши аккаунт совершено. Скорее всего, мы продвигаемся с вами все ближе и ближе к листингу, к аирдропу, к ТГЕ. Пока отправная точка — это вот акция с Дуровым, которая осталась тут 6 дней, ее буквально, да, и если мы ее проходим и нет все-таки аирдропа и ТГЕ, то у нас остается аирдроп пас Катизена, когда он закончится. Возможно, тогда и будет у нас аирдроп и ТГЕ. Так что вот такие приблизительно даты. Как нам будут начислять, получается, токены, я приблизительно рассказал свои мысли. Возможно, все это будет проходить по-другому. Возможно, у нас уберут здесь 3 цифры или 4 цифры, да, там, и в итоге мои 98 миллионов превратятся там в 98 тысяч токенов. Возможно, это будет так. Пишите в комментариях свои балансы, сколько вот успели уже наколотить на вот это вот время, потому что люди там пишут, кто-то говорит, о, у меня очень мало, там внес столько-то доната. Человек мне писал, что у меня всего там 35 миллионов, а вот буквально сегодня мне пишут уже, уже 70 с чем-то. Ну, за счет вот этих вот всех бонусов, донатерам и тому подобное, наколотил он себе довольно-таки тоже неплохо. Вот такой вот мой баланс сейчас на данный момент 78. Из них у меня 85 получается на Сатоши и 12,9 на Дурове. Пишите свои показатели, сколько у вас. Пишите, как вы думаете все-таки, когда у нас будет ТГЕ airdrop. И еще хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос в комментариях, то будем делать прямую трансляцию, прям стрим на листинге Бомби. Будем в прямом эфире обсуждать, возможно, пробовать ставить какие-то ордера. Ну и перед самым листингом будем все-таки сидеть, обсуждать темы. Пишите, надо ли делать стрим или нет. Я думаю, у Бомби очень много фанатов, и желающих посмотреть стрим будет достаточно. Так что пишите в комментариях, да, нет, плюсик, минусик ставьте. Буду смотреть тогда и пробовать подстраиваться под airdrop и настраивать немножечко свой ABS. Там давно уже этого не делал. И пробовать запилить стрим. Я вам крайне не советую вносить донаты в подобные игры. Тратить здесь свое время. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.